Утро. Это было обычное сентябрьское утро. Я снимал одну из самых популярных достопримечательностей Берлина, но так как ее не снимут туристы, просто добавив капельку креатива. Сегодня мы говорим о том, как делать фотографии с эффектом день-ночь. Если вы подписаны на меня в Инстаграме, то вы наверняка видели мои комбо-фотографии с этим эффектом, с эффектом день-ночь. Например, вот эту, или вот эту. Если нет, то чего вы ждете? Бегом подписываться. Ссылка будет где-нибудь на экране прямо сейчас и в описании под видео. Сегодня я расскажу, что необходимо для создания такого эффекта, потому что он достаточно простой, всегда выглядит круто, делает из скучных, популярных и даже заезженных мест что-то прикольное, что-то интересное, да и просто разнообразить наш творческий арсенал. Давайте начнем, и наш первый пункт – это оборудование. Нам, конечно, нужна камера. Объектив, в принципе, подойдет любой, в зависимости от того, что вы снимаете и от вашей конкретной композиции, но так как у нас город, архитектура, я бы советовал что-нибудь пошире углом. Я снимал на фокусном расстоянии 18 мм, но у меня кроп, а в full frame это будет эквивалент 27 мм. И, честно сказать, мне немножко не хватило, можно было бы, конечно, пошире. Немножко пошире, да, было бы идеально. Кстати, телефон тоже подойдет, но желательно снимать в RAW формате. Либо, если вы счастливый владелец iPhone 11, либо любого другого телефона, в котором есть функция Night Vision, то класс, рад за вас, используйте, должно помочь. Если же нет, то я бы рекомендовал использовать любое приложение, которое позволяет устанавливать ручные настройки камеры и снимать в RAW формате. Например, Lightroom Mobile, о котором я немного рассказывал в моем предыдущем видео. Если не смотрели, то обязательно посмотрите, ссылка будет на экране прямо сейчас. С камерой разобрались. Что еще? Весьма пригодится штатив для камеры или для телефона. В принципе, это не обязательно, но сильно упростит нам задачу. Если у вас его нет, то не страшно, выкрутиться можно будет, но об этом чуть позже. Пункт номер 2. Время. Я совершенно точно не хочу стоять с камерой целый день на одном месте и ждать, пока стемнеет. Кроме того, когда лучшее время для съемки, как вы думаете? Правильно, это рассвет или закат, когда солнце не такое яркое, не так сильно палит и свет от него более мягкий и ровный. Нас интересует так называемый golden hour, это час после рассвета и час до заката для нашего дневного кадра. А следом за ним blue hour для нашей ночной части. Blue hour – это час после заката, когда солнце уже зашло за горизонт, но небо все еще подсвечивается уходящим солнцем. Важно сделать ночной кадр именно в этот час, потому что иначе мы потеряем все детали в небе, и оно будет просто скучно черным. И да, вы правильно поняли, секрет всего этого эффекта заключается в совмещении двух кадров, дневного и ночного, в один, а не какие-то дикие скиллы в фотошопе. Хотя они, конечно, лишними не бывают. Третий пункт – терпение. Помните, я только что говорил о том, что не хочу ждать, но подождать таки придется. Часа полтора, скорее всего 2. Я обычно прихожу на место съемки за час до заката или даже чуть раньше. Располагаюсь, настраиваюсь, делаю первый дневной кадр. Ну а дальше я жду, пока солнце зайдет, но время не трачу, а делаю еще кадры на протяжении этого часа, чтобы потом иметь возможность выбрать из них лучший. Когда солнце зашло, я делаю, соответственно, то же самое для ночного кадра. То есть я снимаю за съемку, у меня получается примерно 20, 30, 40 дневных кадров и столько же ночных. Важный совет: ночную часть лучше всего снимать с длинной выдержкой, потому что мы хотим меньше шума в кадре. Для того, чтобы шума было меньше, соответственно, нам нужна выдержка подлиннее и низкое значение ISO. Именно поэтому нам очень сильно пригодится штатив. Но что делать, если штатива нет? Снимаю на телефон, но все же хочу сделать такой эффект. Как я уже говорил, снимайте в RAW, снимайте с рук, запомните точку, с которой снимаете, где стоите, запомните положение, из которого снимаете. То есть, если вы снимаете на телефон и держите его на уровне глаз, да, то запомните это. Запомните, что вы держите его на уровне глаз, потому что вам нужно будет повторить этот кадр как минимум еще раз.
То есть вы можете прийти до заката, пока еще солнце высоко, пока оно еще светит, сделать дневной кадр, потом пойти попить кофе и вернуться на то же место, стать на ту же точку, поднять телефон на ту же высоту и сделать ночной кадр. Когда все успешно снято и мы сидим дома и попиваем чаек, значит пора приступить к постпродакшену. Первый этап – это отсмотр и отбор фотографий. Нам нужно выбрать два лучших кадра, которые мы наснимали. Если, конечно, мы наснимали больше, чем два. Если два, то два. Ну а дальше мы занимаемся цветокоррекцией каждого из этих кадров. Нам нужно обработать каждый из них отдельно. В этом видео я не буду рассказывать о том, как конкретно я обработал эти две фотографии, потому что смотрите мои прошлые и подписывайтесь на будущие, в которых я буду, соответственно, больше рассказывать именно об обработке. В этом видео мы говорим о том, как конкретно делать эффект. В общем, когда обе фотографии готовы, выделяем их, жмем правой кнопкой, откроется такое вспомогательное меню. Здесь выбираем Edit In, или на русском редактировать в, или редактировать с помощью, что-то в этом духе. И Open as Layers in Photoshop. Либо на русском открыть как слои в Photoshop. Всегда, чтобы выделить две фотографии или несколько фотографий в Lightroom, Photoshop или вообще в чем угодно, удерживайте клавишу Command или Ctrl на клавиатуре и выделяете. Теперь, находясь в Photoshop, мы можем заметить небольшую проблему, которая у нас появилась. И она особенно ярко будет видна, если вы, как я говорил раньше, снимали с рук и без штатива. А именно несовпадение двух фотографий. Да? Нам нужно, чтобы линии в двух наших фотографиях совпадали. Соответственно, как это исправить? Что делать? Photoshop в этом нам поможет. Опять выбираем оба наших слоя и идем в меню Edit. Здесь нас интересует позиция Auto Align Layers. Если у вас русский Photoshop, то это редактирование, автоматическое выравнивание слоев или автовыравнивание слоев, что-то в этом духе. Жмем. У нас скроется вот такое вот окно. Здесь есть несколько режимов, но нас интересует режим Auto. Выбираем его и жмем ОК. Photoshop проанализировал два этих кадра и выровнял их на основании того, что он там нашел, да, то есть на основании контента, сопоставил их, и, соответственно, теперь у нас идеальное выравнивание этих слоев, то, чего мы и добивались. Магия Photoshop. Теперь дело за малым. Жмем Command-R или Ctrl-R на винде, чтобы вызвать линейку. Из нее мышкой вытягиваем направляющую и размещаем по центру. Двигайте мышью медленно, и она сама прилипнет куда нужно, то есть к центру. Теперь берем инструмент прямоугольное выделение, размещаем вот так и давайте добавим маску. Для этого жмем вот эту вот иконку справа внизу и вуаля, наш эффект готов. Мы можем инвертировать маску, выделив слой с ней и нажав Command-I или Ctrl-I, чтобы поменять местами, соответственно, день и ночь. Ну а еще нам, конечно, нужно кадрировать наше изображение и избавиться от вот этих вот краев. Для этого берем инструмент Crop Tool или кадрирование на русском и избавляемся от них. Готово. That's it, folks. А если по-русски, то на этом все, ребятишки. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы попробуете снять что-нибудь с этим эффектом. Если да, то отмечайте меня на фотографиях, мне будет интересно посмотреть на ваши результаты. Совет напоследок: лучше всего этот эффект работает с симметричными композициями, когда у вас в кадре есть один объект, который присутствует и на ночной фотографии, и на дневной, как в моем случае. Таким образом, этот объект объединит как бы два этих куска, ночной и дневной, и будет лучше выглядеть. Имейте в виду. Что ж, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, спрашивайте вопросы, что вам интересно. Главное, снимайте больше, снимайте много, фотография любит практику. Ну а мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!